Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о самых известных призраках России. В Средневековье на Руси существовала жуткая традиция. В стены крепости замуровывали живых людей, чтобы их призраки охраняли ее от неприятеля. Неудивительно, что в России, как и во всем мире, развалины древних замков и особняков буквально кишат призраками. Расскажем о наиболее знаменитых из них в разных городах нашей страны. Москва. Колдун из Сухаревой башни. Сухарева башня – памятник русской гражданской архитектуры, построенный в 1695 году в Москве по проекту Михаила Чоглакова на пересечении Садового кольца с Ресинки и Первой Мещанской улицы, ныне проспект Мира. Была разрушена в 1934 году в рамках генеральной реконструкции Москвы. В Москве самым известным призраком, занесенным в перечень наиболее знаменитых привидений мира, является привидение Якова Брюса. Он был сподвижником Петра I. По преданию, именно этот человек, происходящий из королевского рода Шотландии, основал первую в России масонскую ложу, популяризовал науку и принес стране немало военных побед. Однако москвичам он запомнился как владелец знаменитой Сухаревой башни, в которой он по легенде проводил алхимические опыты, читал черную книгу, написанную самим Люцифером, а по ночам катался над городом на огнедышащем драконе. Разумеется, поверить в эти легенды с позиции жителя 21 века сложно. Тем не менее, в Москве сохранилось немало письменных свидетельств, в которых современники Брюса утверждали, как после его официальной смерти видели чернокнижника живым. Будто бы по ночам в одном из окон его башни зажигался свет, а в пламени свечи отчетливо проступал силуэт сгорбленного над книгой старика. Утром комнаты, в которых ночью горел свет, неизменно оказывались запертыми и пустыми. И сегодня, несмотря на то, что башню давно снесли, на ее месте иногда случайные прохожие видят прозрачную фигуру пожилого человека, одетого по моде XVIII века. Санкт-Петербург. Медный всадник оживает в полночь. Медный всадник – памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Его открытие состоялось в 1782 году. Есть свои многочисленные призраки в Санкт-Петербурге. Появление самого знаменитого из них горожане связывают с Медным всадником, памятнику основателю города Петру I. Хорошо известно, что при жизни российский император отличался бурным нравом, не брезгая обломать свою трость о голову нерадивых придворных. Считается, что в темную ночь около Медного всадника появляется призрак Петра I, встреча с которым не сулит ничего хорошего. В полицейских протоколах XIX века можно было встретить немало описаний нераскрытых преступлений, когда неподалеку от памятника находили трупы с проломленной головой. При этом жители города, веря популярной легенде, во всем винили призрака императора, подлавливающего по ночам случайных прохожих. Пермь. Дом с кикиморой. В Перми хорошо известен призрак сельскохозяйственной академии, которым до сих пор пугает студентов. Когда-то на месте главного корпуса учебного заведения находился особняк дворянина Елисея Чадина. Человеком он был на редкость скупым. В качестве строительного материала для своего нового дома не брезговал использовать решетки и надгробия заброшенного кладбища. Из них в особняке сложили печь. Впоследствии во время именин хозяина дома в печи испекли большой праздничный пирог. Но когда слуги торжественно внесли его в гостиную и сдернули покрывало, на блюде оказались человеческие кости и череп. Гости, разумеется, сбежали, а хозяин дома со страху взял и умер. С тех пор по ночам на месте дома, который местные жители окрестили дом с кикиморой, бродит его призрак. История получила продолжение во время пожара 1842 года. Тогда в городе сгорело 300 домов, а особняк Чадина выстоял. Поговаривали, что в его окнах видели кикимору, которая отгоняла пламя. Ярославль. Проклятый комиссар. Наиболее известное предание о призраке в древнем волжском городе Ярославле связывает его появление с годами гражданской войны. По легенде, во время восстания белогвардейцев в 1918 году, окруженные красными, белые офицеры спрятались в здании Волковского театра. Чтобы их не разоблачили, они переоделись в форму немецких военнопленных, содержащихся в зрительном зале. Об этом узнал комиссар, командовавший отрядом по поиску беглецов. Он заявил, что если офицеры сдадутся, то им оставят жизнь. Белогвардейцы сдались. Напрасно. Их тут же расстреляли прямо на площади перед театром, неподалеку от Знаменской башни. Умирая, они прокляли обманувшего их комиссара, чей призрак с тех пор по ночам появляется в арке Знаменской башни и пугает прохожих. Надеюсь, вам понравилось наше видео.
Вы были когда-нибудь в этих местах, где появляются призраки? Или может вы знаете про них что-нибудь еще? Пишите в комментариях.